Друзья, привет! Весна у нас в самом разгаре, середина апреля, уже просыпается природа, а значит нам можно уже воспользоваться ее дарами для того, чтобы укрепить эрекцию и повысить наше сексуальное влечение. Поэтому я хочу еще раз вам напомнить и показать один из моих роликов, который я ранее вам уже демонстрировал, но скорее всего вы его немного забыли, поэтому давайте его еще раз посмотрим. Надеюсь, он вам поможет и принесет много пользы. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я нахожусь в лесу, где мы будем добывать березовый сок. И я вам расскажу, как положительно влияет березовый сок на укрепление потенции, усиление эрекции и вообще в целом на мужской организм. Поэтому смотрим это видео до конца, в нем будет очень много полезных вещей. Для получения сока выберем березу диаметром у основания более 25-30 см. Такая береза будет менее чувствительна при отборе у нее сока. Для получения сока я использую старый вороток для метчиков, в котором нарезают резьбу. В него я зажимаю сверло по дереву диаметром 4 мм, с одной стороны которого я сделал наждаком плоскость, чтобы при зажатии в воротке оно не проворачивалось. Все собираем. Инструмент готов. Сок будем откачивать при помощи трубки от системы для инъекций, которая также имеет диаметр 4 мм. Высверливаем в березе отверстие глубиной около 3 см на высоте около полуметра от земли. Можно, конечно, использовать и шуруповерт, но мне с собой неудобно его носить. Необходимо учитывать такую особенность. Если береза находится в низине, во влажном месте или на берегу водоема, то сок у нее будет очень хорошо течь и его будет очень много. Но он будет содержать меньше витаминов и микроэлементов. И по вкусу он будет более водянистым. У березы же, которая растет в сухом месте, сок будет более концентрированный, но он будет не так интенсивно течь. Высверливаем отверстие и закрепляем в нем один конец трубки. Другой помещаем в емкость, в которой будем собирать сок. Сок собирают в разных регионах в разное время. Обычно это конец апреля, начало мая. В это время при сборе сока необходимо быть очень внимательным в лесу, так как весной активизируются клещи. Необходимо себя защищать от них, заправлять одежду, чтобы они не могли проникнуть под нее. Использовать репелленты. Придя из леса домой, обязательно осматривать себя на их наличие. В хвойных лесах их бывает не так много, а вот в лиственных с высокой травой их можно найти чаще, так как они зимуют под листвой, а потом залезают на травинки и цепляются за проходящих животных и людей. Поэтому старайтесь в лесу не ходить, где высокая трава. При укусе клещей есть очень хороший, но малоизвестный, недорогой препарат, называется йодантиперин. Он еще был разработан в Советском Союзе как противоядие при бактериологическом оружии. Он помогает против клещевого энцефалита и ГЛПС, то есть мышиной лихорадки. Используется для лечения и профилактики. Пока есть время, хочу напомнить, что под этим видео вы найдете ссылки на мой подарок, а также мои онлайн-тренинги по увеличению длительности половых актов и восстановлению и укреплению эрекции. Обязательно переходите после просмотра ролика. Раньше березовый сок применяли в качестве антисептика для древесины. Им пропитывали бревна перед постройкой дома. Он защищал их от гниения и насекомых. Также есть сведения, что при регулярном употреблении сока, если его заготовить впрок, законсервировать и пить ежедневно по одному стакану, то это поможет при онкологических заболеваниях. Пока сок будет наполнять бутылку, немного покатаюсь по лесу и расскажу, чем он полезен и как его применять. Березовый сок является одним из самых лучших, поскольку содержит множество полезных компонентов. Он помогает справиться с простатитом и восстановить поврежденные ткани предстательной железы. Кроме этого, польза березового сока для организма мужчины заключается в том, что он способствует усилению кровотока в половых органах
и повышению синтеза тестостерона. Березовый сок – это источник большого количества полезных компонентов. Это пироксидина, тиамина, витамина С, комплекса минералов, эфирных масел, органических кислот, тубильных веществ. Целебные свойства березового сока заключаются в профилактике возникновения опухолей, усилению регенерации тканей и клеток. Положительное действие для потенции заключается в снижении проявления простатита, что позитивно сказывается на половой функции, в восстановлении поврежденных воспалением тканей предстательной железы, в укреплении организма, повышении синтеза тестостерона, усилении кровотока в половых органах, регулирование уровня глюкозы в крови, предупреждение образования тромбов, улучшение метаболизма, нормализация эмоционального фона. Ну вот прошло чуть более получаса, бутылка у меня наполнилась соком. Сейчас я покажу, как остановить течение сока, чтобы не причинить вред березе. Возьмем сухую веточку и ножом выстрожим из нее чопик. После чего его забьем в отверстие. Если есть возможность, то лучше чопик и отверстие предварительно замазать смолой елки или сосны. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал, обязательно жмите колокольчик и ставьте лайк. Всего вам самого хорошего, да пребудет с вами мужская сила и крепкое здоровье. До свидания.